Всем привет! Я на озере Ярун. Сейчас вечер, жарко. У меня в планах бас. Ловлю на веке. Моя текущая тактика облова этой зоны заключается в следующем. Я забрасываю веки-монтаж прямо на траву сверху. И активно его пытаюсь протянуть. То есть я таким образом пытаюсь понять, есть ли здесь вообще в точке активный бас, который схватит с поверхности, поскольку, как это называют, лягушки у меня нету или чего-то подобного, я использую веки для этих целей. Такой подход мне уже приносил рыбу, и мне удавалось здесь ловить баса. Но хочу отметить, что здесь именно таким способом мне не удавалось поймать, скажем так, более крупную рыбу. Ловилась в основном более мелкий бас. Но это неплохой способ, опять же, проверить именно активную рыбу в точке. Если он есть и он активен, он обязательно схватит. Несколько слов о удилище. Я использую для ловли баса удилище Savage Gear SG4. Это удилище, крэнк и вип. То есть это удилище позиционируется для крэнков и вибов. Оно очень жесткое, с тестом 12-32 грамма. Длиной 2,30. Но я кидаю довольно-таки легкий веки червяк, и в целом это удилище полностью решает мои задачи. Первое, за счет того, что оно жесткое, оно помогает, во-первых, выдирать баса из этой травы, а во-вторых, помогает просекать его костистую пасть. Вот. Но в целом, если так смотреть, там тот же джиг или еще что-то рассматривать, то это удилище вообще ни хрена не в тесте текущей приманки. Но в басовой ловле это прекрасно работает. За счет того, что я ловлю кастингом, мне в принципе практически никак не влияет вес приманки, так как у меня катушка сотая Daiwa Alpha SV. Поэтому она кидает легкие приманки довольно-таки неплохо. Вот. Плюс у меня по меркам басовой ловли довольно-таки тонкий шнур. Это 0,8. В идеале под такие условия нужно ставить единицу, а то и полторашку. Но я ловлю такой снастью. Она не совсем сбалансирована, но мне это устраивает, и я получаю то, что я хочу от этой снасти. Так, пару слов о, в принципе, тактике ловли на веке. На веке ворм обычно ловят вот в похожих местах, где есть кусты, коряги, растительность, водоросли, то есть все то, где может бас стоять и укрываться. А бас, опять же, это хищник, в общем-то, не засадный, но любит стоять в укрытиях. Вот, цель какая? Забросить рядышком с травой, допустим, и как только забросили, не нужно закрывать дужку, катушки, натягивать шнур, еще что-то, это все не требуется. То есть легонько можно подобрать шнур, но самое главное, червяк должен падать, уже в воде тонуть под собственным весом, не на натянутом шнуре. То есть червяк должен тонуть не по диагонали, за счет натяжки шнура, как обычно приманка тонет, а в свободном, скажем так, падении, свободном парении. Вот, это важно. Дальше. Как определить поклевку в данном случае? Все очень просто. Либо будет легенький удар, после этого подсекать нельзя, либо вы увидите, что ваш шнур куда-то внезапно поплыл. В общем-то, как белая рыба ведет поплавок, в сторону. То же самое происходит и здесь. Бас подплыл, всосал червя и пошел дальше по своим делам. Сразу же мгновенно подсекать не нужно. Басу нужно дать буквально секунду-две или три, в зависимости от его активности, чтобы он хорошо всосал червя в пасть, и потом именно нужно подсечь. То есть это не просто какая-то короткая подсечка, а должен быть именно, нужно приготовиться, подтянуть шнур и именно всечь рыбу. Таким образом получится пробить пасть баса и успешно его достать. Так как если подсечка будет уровня, не знаю, когда подсекли окуня, то для баса это будет, не знаю, если бас нормального размера, то всечь его с большей вероятностью не получится. Это будет просто, не знаю, покололи рыбу, да и все. Так, а ну-ка попробуем забросить вот туда. Не попал.
попал. Ну, по-моему, блядь, сука, была рыба. Он взял приманку. Даже пожевал, но, блин. Вот это, конечно, неудача. Там была рыба. Итак, а вот и первый утренний басик. Однако я не вижу своего червя. Так, да, попался. Так, все там снимается, все видно. Итак, вот. Выход утренний за басиком уже оправдался. Вот еще одного басика поймал прямо на пляжике. Честно говоря, не ожидал, что он тут будет. Махонький, но поймался. И опять минус червяк. Конечно, червяки эти уходят на басов на раз-два на этом веке. Но чуть поменьше, чем предыдущий, но тем не менее приятно. Попался. Правда, держался плохо, я его всек. Неважно, но есть. Получается, он тут ходит прям на границе растительности. То есть я как сделал? Я кинул за вот эту вот, ну, за кувшинку и по чуть-чуть протянул сюда. И вот он клюнул. Получается, на пляжике он тоже есть, стоит. И его можно... О, как помчал сразу, злодей. Вот, получается, он здесь стоит, на этой границе. Его можно здесь ловить. То есть буду пробовать пробить еще эти точки тогда.